Ребята, я очень благодарен вашей поддержке. Мотивация просто въебала в космос, а это значит, что надо работать. Работать, не покладая рук. Приветствую на своем геймерском канале Вадич Аурус Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB+, и в этот раз мы пролетимся по игре Amnesia The Dark Descent, потому что я в нее не играл вообще, да и к тому же вам очень зашли роликсы по Outlast, а это примерно что-то подобное, так почему бы и да, как говорится. Игра является инди-проектом, над которым работала маленькая шведская студия Fricti Onal Games, и как вы уже поняли по их названию, они любят выпускать хорроры, все их игры это ужастики от первого лица, причем Amnesia это не первый опыт, до нее была серия игр Penumbra. Еще хочу немножко спойлером сказать, что учитывая довольно православные системки последней Амнезии, пролетимся по всей серии, и это хорошо, потому что игра мне зашла как с солидолом. Я думаю, с этим понятно, и не буду тянуть никого за гениталии. Стартуем. Все началось с того, что главный герой представился, его зовут Даниэль, и он с бодуна очнулся посреди коридоров какого-то замка. Конечно же, первым делом надо выяснить, что вообще происходит, и для этого надо идти по следу из какой-то жидкости. По дороге Даниэля так плющит, будто он чая курнул, причем не Липтона, а золотую чашу. Замок сам по себе выглядит атмосферно, такой каменный. Ну да ладно, в одной из комнат Денчик подбирает масляную лампу, и она будет его единственным другом на протяжении всей игры, потому что Даниэль в темноте теряет рассудок, а огнева не хватает, чтобы зажигать все факелы, свечи и прочее. Полностью понимаю, я тоже теряю рассудок, когда надо дойти до туалета ночью, но несмотря на это, мы с Денчиком идем вперед и натыкаемся на довольно интересную записку, которую Даниэль оставил сам себе, ведь оказывается он выпил эликсир амнезия, чтобы забыть все сделанные им ужасы, и нужно было как-то напомнить о необходимости остановить некого Александра Бреннингбургского. При этом все не так просто. Даниэля преследует тень, и если она до него доберется, то я не знаю, что будет, но что-то будет, поэтому надо спешить. В этой же комнате находится очень секретный рычаг, который открывает не менее секретный проход в приемную замка. И там игрушка уже потиху начинает раскрываться. Первым делом нам показывают флешбэк Даниэля, как тот самый Александр ведет его во внутреннее святилище, которое находится глубоко под замком Бреннинбург. Кстати, именно туда и надо идти, потому что Сашка там чилит, но проход закупорила красная плесень. Ну и вообще, прикольно получается. Типа Денчик корешился с Саньком, хотя нельзя сказать, что корешился, потому что мы еще не знаем всех подробностей, но как минимум экскурсию по замку проводил. А теперь Саньку надо завалить, как-то странно выходит. Но это пока оставим в стороне и будем разбираться с этой плесенью. Сразу я заглянул в лабораторию и увидел там мультиварку образца 1839 года и пару записок, в которых говорилось о том, что Александр занимался алхимией и пытался создать искусственную жизнь. Но, к сожалению, все растворы получались кислотными и вызывали бурную реакцию с органическими тканями, а все ингредиенты, прошу прощения, ингредиенты спрятаны в винном погребе, чтобы не испортились. Как видите, некоторые записки довольно классно реализованы, то есть ща мы узнали, что Александр увлекался алхимией и поняли, что нам нужна эта самая чародейка из царской водки, потому что она и уберет эту плесень своим кислотным эффектом. И еще полезно побродить, пощупать все подряд, что-то нужное потом будет отображаться в графе воспоминания. Вот типа дверь пощупал, она закрыта и тебе написала, надо открыть, и ты такой, логично, закрытую дверь надо открыть, а вот я бы не понял без воспоминания. Окей, винный погреб оказался закрыт и остается посетить только архивы, где, кстати, лежат обрывки дневника Даниэля, и теперь мы знаем, что парнишка молодой археолог. Когда-то в Алжире у него была экспедиция с профессором Гербертом, и в тамошней пустыне они нашли гробницу, где Денчик надыбал необычный артефакт, но большой ценой. Выход завалило, а когда парнишка прикоснулся к артефакту, тот раскололся и вызвал глюки с сильной слабостью, но все же Денчика вытащили и осколки шара остались у него. В целом, через эти обрывки и повествуется сюжет. Разрабы даже добавили их количество на локации, чтобы такие болваны, как я, ничего не пропустили. В одной из комнат завалило выход, и Денчика аж флешбэкнуло в гробницу, но разгадав загадку с книгами, находим ключ и выбираемся через другую дверь. А на выходе оказывается, что Денчик тут не один. Вот это чудо, которое вы сейчас видели, называется Слуга Грант. Он периодически будет кошмарить Даниэля, и еще он похож на любителя больших бургеров, которые обычно называют «разорви ебало». Ну что же, спускаемся в винный погреб и собираем все ингредиенты, и не без экшена, конечно. Помимо всего этого, погреб не остался без интересной истории. Когда-то здесь Александр запер и оставил погибать своего слугу Вильгельма вместе с его компашкой, которые для него похищали людей из местной деревни Альштадт. Там ходили слухи и легенды, что в замке есть темные силы, и призраки-собиратели в лесу таскали похищенных людей в мешках. Даже приезжал знаменитый эрудит, все мы его знаем, человек уважаемый Генрих Корнелий Агриппа, который пошел исследовать пещеру и не вернулся. Насчет известного я не рофлил, Агриппа действительно историческая личность,
изучал все, начиная с физики и заканчивая оккультизмом. Так что Сашка парень необычный, а со своими тараканами в животе и бабочками в голове. Теперь пора идти варить наше кислотное вещество. И, кстати, локация потиху начинает покрываться этой плесенью, она еще и стреляется, паскуда. В лаборатории разливаем ингредиенты по колбам и варим. После чего спускаемся обратно и ликвидируем красную плесень. Вот Денчик и прошел в перегонный завод. Локация, можно сказать, проходная. Там всего одна головоломка, с которой справился даже я, и два обрывка из дневника, где мы узнаем, что профессор Герберт отправил Денчика домой в Лондон, чтобы не рисковать, так как после того инцидента в гробнице он себя неважно чувствовал. Дома парнишка попытался собрать ту самую найденную сферу, но осколки оказались разные по форме. Более того, Денчик заметил, что не каждый день меняет форму, даже замеры делал. Испугавшись, он сразу побежал к лучшему геологу Лондона, но тот сказал, что это нормально, стекло потихоньку разлагается, и Даниэль немножко успокоился, но подозрения насчет этого артефакта все равно остались. И окей, они-то разобрались, из-за чего фрагменты уменьшаются, но если они увеличатся, что тогда делать будем, а? Ну да ладно, вот зато в следующей локации будет дикий экшен. Как только Денчик заходит в архивы из погреба, все резко заполнилось водой, и непонятно, что делать, потому что невидимая хрень гасит без разбора. Но мотивация от игры не позволяет просто сделать рейдж-квит, она заставляет бороться до конца. Я все-таки допедрил, что надо прыгать по ящикам. И, кстати, это невидимое существо зовут Каэрнг. Судя по фотографиям, он выглядит как дельфин, только обгрызенный. И что мне нравится в этой погоне, так это необходимость применять смекалочку. Да не в ту сторону, мудак, блять. И еще тут есть игла, и вы бы додумались, что ей можно открыть замок, а вот и разработчики додумались. Но это еще полбеды, за дверью коридор, где погоня продолжается, и я понимаю, Дэн, тебе тяжело, но держи равновесие, если хочешь жить. Короче, я как еблан бегал по кругу и вышел в заднюю комнату. Довольно красивая и атмосферная лока, главная цель в которой поднимающаяся комната. Она не работает, поэтому придется ее заставить. Для этого надо восстановить питание в машинном отделении, но дверь как бы закрытая, и первым делом я залетел в гостевую комнату. Именно тут Денчика поселил Сашка. Парнишке было не очень комфортно, потому что каждую ночь он ловил кошмары, а Александр обещал избавить его от этого недуга. Но это еще не все. Здесь Денчик хранил свой дневник, и в один прекрасный день его не оказалось. Собиратели все разнесли и дневник порвали. Возможно, это и объясняет, почему он разбросан по всему замку, но это не точно. А собиратели это, ну, один из них тот любитель разорви ебало бургеров, других еще не видел, извините. Окей, из очередных обрывков выясняется, что на экспедицию напало чудище с когтями, и Денчик забрал вещи профессора Герберта на таможне. Там был его дневник, в котором написано, что он тоже нашел сферу, и Денчик задался вопросом, а что за осколки тогда у него? Но это не важно, тут самый прикол в том, что Даниэль однажды проснулся в холодном поту от кошмара и резко понял, как собрать сферу с помощью смолы, и у него получилось, типа части как будто сами по себе сложились. И это вся инфа, что тут есть, остается только забрать ключ от машинного отделения, который находится за закрытой дверью в комнате Денчика. Я сразу попытался открыть ее более традиционным способом, но потом вспомнил, что подобрал лом и сделал все по-человечески. Ключик висел за картиной, и вдруг комнату решил навестить Грант, но безуспешно, я от него профессионально спрятался. Ну что же, я в шоке от того, какой механизм поддерживает работу сраного лифта. Это не машинное отделение, а завод, в котором должны круглосуточно работать гастарбайтеры, чтобы этот лифт работал. В общем, для работы механизма надо найти 3 стержня, но помимо этого тут тоже лежат обрывки из дневника, и они, кстати, с инфой повышенной интересности. После всего случившегося Даниэль пошел в универ, где преподавал профессор Герберт для поиска ответов. Там он нашел его записную книжку и встретил профессора Тейлора, который объяснил ему, что в древности этими сферами владели жрецы и считали их символом могущества и солнца. Вернувшись домой, Денчик начал писать всем, кого видел в записной книжке Герберта, и ответил ему только один человек. Как вы уже поняли, это был Сашка. Он без каких-либо объяснений позвал его в Пруссию по адресу замок Бренненбург, сказав, что сможет защитить. Вот так ребята и познакомились. Сразу Даниэль испугался и не хотел ехать, но потом передумал, когда узнал о смерти всех, к кому он обращался по поводу сферы, и такой подумал, значит меня кто-то преследует. Ну если ты меня наебал, Александр, тебе пизда вместе со мной. Довольно оптимистично. Ну да ладно, теперь газуем на склад, чтобы добыть стержни, но без препятствий не обошлось. Проход завален, и чтобы все расчистить, нужно собрать шуруповерт образца 1839 года и просверлить технологические отверстия в 2 бочках. Выливающееся из них пивко смешиваем и получаем взрывчатую смесь. Осталось только поставить колбу и подождать взрыва. Так, почему ты не взрыв...
В общем, на складе лежало всего 2 стержня и... Только посмей выйти, или я тебе еще больше рот расширю бочкой. Вроде зассал. Короче, теперь отправляемся в кабинет, где находится последний запасной стержень. Еще там лежит письмо Агриппы его ученику Вееру, что на самом деле он жив, и таинственные сферы действительно существуют. Плюс есть комната, где Александр изучал анатомию животных. Он в них пытался найти какую-то энергию для того, чтобы перестать похищать людей, ведь с животными проще, но это уже его личное. Здесь, конечно, тоже есть абсолютно новое препятствие – завал. Только его уже обойти проще, но умолчу о том, что 1,5 часа искал окно, через которое можно выползти наружу. На другой стороне забираем последний стержень и направляемся обратно в машинное отделение. Чтобы наконец-то запустить лифт, нужно вставить стержни в правильном порядке, дергать рычажки, пока механизм не сделает пшшш, поставить гигантские шестеренки и засыпать уголька в печку. Благо я не распиздяй, имею инженерное образование, так что справился с легкостью. После всех махинаций идем спускаться вниз. И нахера я чинил этот лифт 3 часа? С таким успехом можно было просто щучкой вниз прыгнуть, быстрее бы получилось. Внизу Денчика ждут лабиринты тюрьмы, в которой Александр якобы держал преступников, но если судить по запискам и воспоминаниям, то он скорее прятал тут похищенных людей. И самое главное, тут наконец-то будет полноценная встреча с Грантом. Я понял, с тобой шутки плохи. Что ты теперь скажешь, чепушила, а? Нет, 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 ну все, прости, я больше так не буду, ну пожалуйста. Ну что же, поскольку нужная дверь закрыта, надо искать обходной путь. В одной из камер забираем кувалду с зубилом, благодаря которой мы сможем открывать некоторые двери. И так методом тыка находим подкоп, когда-то сделанный заключенными. Через него Денчик проходит в... Разработчики, вы это специально, чтобы мне потом писали, как я тюремные блоки перепутал? Хороший ход, только к вашему сожалению я умею читать по-армянски. Как обычно, и тут разбросаны обрывки, но в них ничего особенного, просто Денчик писал, как хорошо его встретили и какую шикарную комнату дали. И Александр немного пояснил про шар, типа за Дэном идет тень, чтобы вернуть артефакт, и даже если он от нее избавится, то все равно погибнет, так как был с ней связан. Выживают только те, кто смог подчинить силу артефакта. Но есть вариант, как спастись, а вот про это уже в следующих обрывках. Чтобы пройти дальше, надо как-то ослабить замок на двери. На кухне есть кислота, и я сразу показываю, сколько тут стеклянных бутылок. Потому что я сейчас пойду в противоположную сторону на склад, и не дай бог, там будет стеклянная емкость. Ну почему жизнь так несправедлива? Окей, после кислоты можно теперь спокойно по-быстренькому зубилом сбить замок, и за воротами уже локация вход в цистерну. Это просто канава под замком, и первый же флешбэк говорит, что Денчику надо в канализацию, но ее затопило, и без откачки тут не обойтись. Кстати, отлично сделали, проектировщики молодцы, рационально. Наверху находится центр управления мостами. Первым делом решаем головоломку с отзеркаливанием рычажков и опускаем мост, ведущий в цистерну. Там лежат еще обрывки из дневника, в которых пишется про то, что Александр с Денчиком, кажись, по вене пускали этот шар. Они во время ритуалов испытывали такие же ощущения, как Даниэль в гробнице. И, кстати, в игре для лечения надо использовать настойки опия. Так вот, я уже задумался, может это все нереально, а Денчик просто наркоман. Но тут суть не в этом. Главный вопрос, зачем вообще Санька помогает, какая в этом выгода для него. Но это оставим на десерт и пойдем откроем 3 вентиля, чтобы слить воду. Все бы ничего, если бы канализация еще и не заросла грибами-людоедами, которые портят воздух, и без противоядия там тупо не выжить. Поэтому приходится снова идти в центр управления, шатать там трубы и опустить второй мост, который ведет в морг, и получить вакцину можно только не обычным способом, а через переливание крови. Поэтому нужно найти медную трубку и соединить ее с иглой, получается шприц, после чего идти к недавно покинувшему этот мир челику и одолжить у него немного пивка, противоядия. Денчик прилег почилить сразу как кольнулся и, очнувшись, идет обратно. Ну ладно, пока не идет обратно. И знаете, сейчас завалился на хату второй собиратель, слуга Брут. Только жаль, что встреча с ним очень короткая. Я даже порофлить с ним никак не успел. Ну да ладно, отправляемся в канаву. Тут довольно простая и быстрая локация, но учитывая мою способность думать, для меня она была долгой. Здесь всего лишь надо остановить водяную мельницу, засунув в нее свою трубу. Ну что ты, братишка, притих, а?
Нихера себе он умный, забайтил меня на то, что забаговался. В общем, Денчик через колодец поднимается уже в финальную локацию. И знаете, кто там? Агриппа, брат. Так вот, где ты зависал эти 10 лет и никого не позвал на тусовку. Ну ты козел, конечно. Вот что стало с парнем. Сашка его заточил тут, но из-за чего? Там пацаны целые Санта-Барбара. Но если вкратце, то я напоминаю, что у Агриппа тоже когда-то нашел сферу, и потом он скрылся от тени у Александра. Впоследствии они вместе работали над этими артефактами, и однажды ученик Агриппы Иоганн Веер втихаря съебался в другой мир, из-за чего Александр не смог улететь обратно в свой мир. Вот он и разозлился, заточив Агриппу в мертвое тело, чтобы тот не умер от старости. Его можно просто проигнорить, но я решил, что все-таки поговорю с ним, и он немного пояснил, как проникнуть в святилище, где Александр уже почти закончил ритуал перехода в другой мир. И чтобы пройти через эти молнии, нужно собрать части разбитой сферы Агриппы и соединить их, как это Денчик уже делал дома с помощью смолы. А сами части находятся в пыточных камерах, в Клиросе и Трансепте. Ну а теперь, пока Денчик на фоне собирает осколки, расскажу, что на самом деле происходит. Начнем с Александра. Короче, он не человек, а существо из другого мира. Для того, чтобы вернуться, ему нужны эти самые сферы, что Денчик нашел в Алжире. Именно поэтому он и позвал его к себе в гости. Но порталу недостаточно лишь сфер, и поэтому Александр похищал и пытал бедных жителей Альтштада для выработки той самой человеческой энергии страха и боли. Но что самое интересное, он использовал Денчика в своих корыстных целях под предлогом защиты, что если ты будешь убивать, то собьешь тень со следа, и потом мы сможем провести ритуал для твоего освобождения. Но как мы понимаем, ритуал ему нужен не для спасения Даниэля, а чтобы открыть портал в свой мир. Чтобы Дэну было легче, Александр врал, что все, кого ты мучаешь, преступники и плохие люди, но в один непрекрасный момент Даниэль ликвидировал маленькую девочку, и после этого понял, какой он монстр, и что натворил много ужасных вещей, из-за чего выпил эликсир амнезии и поклялся отомстить Александру. Вот такая печальная история у Денчика, так что идем собирать все 6 осколков, и, кстати, локация Трансепт довольно необычно и прикольно выглядит, а вот Клирос, ну прям дикая залупа, в которой я бегал, куда глаза глядят, только чтобы побыстрее пройти ее. Но я все же собрал 6 фрагментов и пошел на всех. Ёба народ! Не, ну это жестко. Денчика просто схватили и посадили в камеру, но как обычно, разгадав пару головоломок, выбираемся оттуда, и в святилище уже все потиху разрушается. Но перед тем, как отправиться в святилище, можно спасти Агриппу, сварив для него укрепляющее средство веера. Что ты делаешь? Времени мало. Заткнись, урод, я вообще-то тебя спасаю. Для зелья нам нужны харчак аэронка, ядовитая железа из гриба-людоеда и витая, та самая энергия, что нужна Александру для открытия портала. Все это завариваем на огне, потом кладем в духовку и готово. Сначала надо дать Агриппе выпить это, чтобы он отделился от тела, и потом забрать голову с собой, после чего собираем сферу и залетаем к Александру в святилище. Сейчас будет супер-мега эпичная битва, надо просто постоять, и потом Александр залетит в портал, а Денчика загасит тень. Все. Ладно, напомню, что я не распиздяй, и поэтому сделал для вас все концовки. Еще есть вариант помешать ритуалу, положив 3 опоры со сферами, тогда тень убьет Александра, а Денчика отпустит. И третий вариант, закинуть в открывшийся портал голову Агриппы, после чего тень опять убивает Сашку, а Веер и Агриппа возвращаются за Денчиком и спасают его. Так что как закончилась игра, решать вам. Ну что же, надеюсь, ничего важного не упустил, но если что, вы всегда можете меня поправить. Игра зашла, особенно понравилось, что есть какая-никакая историческая достоверность. Например, Агриппа и его ученик Веер реально существовавшие люди, и настойка опия, которую раньше использовали как обезболивающее. И напоследок, ребята, я еще работаю на обычной работе, и пока канал маленький, не могу позволить себе фулл-тайм заниматься видосами, поэтому выходят они не так часто, как хотелось бы. Но, к счастью, потихоньку растем, за это вам огромное спасибо. Мне очень приятно, что вам нравятся мои видосы. Ну а на этом все, прощаюсь с вами до следующего роликса. Вот он, ты видишь его, Веер? Он не заслуживает такой участи. Помоги ему. Я знаю, ты можешь.